А помните, у меня был обзор ZIDU Z9X. На процессоре RTL 1619 пришла пора обозреть ZIDU Z10 Pro. Вот такая вот шикарнейшая штукенция с возможностью установки 2.5 жесткого, вернее 3.5, да 3.5 вот такого вот большого жесткого диска. Так что давайте распаковывать, разбираться. На канале Технозон. Поехали. Слушайте, ну, в принципе, одного поля ягода вроде бы как. И ранее, когда была модель Z9S и Z10, они практически ничем не отличались, а именно только док-станцией для, скажем так, для жесткого диска. Но здесь есть небольшие изменения. В частности, мы сейчас их разберем. Давайте Z10 мы с вами посмотрим. Z10 Pro. Фронтальный LED-дисплей заявляются. Ну, алюминиевый корпус, понятно. Android 9, Realtek RTD 1619, Cortex A55, Mali G51 ускоритель. Кстати, это вот хорошо, я еще это отметил в ZIDU Z9X обзоре. Почему? Потому что сочетание Cortex A55 и Mali G51 дают отличную производительность именно для торрентов, для самого интерфейса, вообще для всего. То есть она действительно хорошо играет, вернее, действительно хорошо работает. Но тут вот вопрос у людей возник, а вот там 16 гигов маловато, а что же делать? Так вот, в ZIDU Z10 Pro, в отличие от ZIDU Z9X, установлено 32 гига eMMC. То есть здесь 32 гигабайта и все те же 2 гигабайта DDR4 памяти. Кстати, 2 гигабайта, я всегда всем говорю, что это лучше, чем 4, потому что Android более правильно, более активно выгружает неиспользуемые приложения и зачастую 2-гигабайтные системы немного производительнее. А самое главное, что здесь поддерживается охренительный Wi-Fi 2 на 2 2T2R MU-MIMO так называемый, который валит какие-то нереальные цифры, но дальше в обзоре вы это увидите. Воу, и тут понаписывали HDMI 2.0, поддержка Dolby Vision, поддержка HDR10+, HDR10, 4K 60p, 265 кодек. Короче, очень много всего они тут наподдерживали, но самое интересное, что здесь есть поддержка и Dolby Digital, и DTS, и DTS-X, и Dolby Atmos, и плюс возможность вывода звука в оригинальном качестве вплоть до 192 кГц 24 бит. Давайте вскрывать, шикарнейшая приставочка. Ой, слушайте, она огромная, она нереально огромная. Вот такая вот. Та-дам! Вот такая вот приставка. Слушайте, она классная. Если, кстати, в Z10 ее называли грилем, здесь были такие ребра, то здесь они пропали. Слушайте, ну давайте разбираться. Спереди у нас два USB 2.0 интерфейса. Не знаю, что это за решение. Зачем? Скорее всего, для пультов будет удобно, если вы подключаете USB пульт. Обычно за алюминием, если сзади, то это плохо, скажем так, проводит иногда и теряется сигнал. Сбоку у нас есть внешний SATA интерфейс. Есть у нас вот RS-232 для усилков. Есть у нас два USB 3.0. Есть у нас также LAN RJ45 на 1000 мегабит. Активное охлаждение. Это одна из точек преткновения, потому что в обзоре на ZIDU Z9X я сказал, что вроде бы нет температурного датчика. Однако я сказал по-другому. Я сказал, что нет доступа к температурному датчику. Температурный датчик есть. И действительно он есть. Потому что приставка не может без него работать. Иначе, если не будет порога тротлинга, то в конечном итоге процессор может сгореть от перегрева. Что у нас здесь еще есть? HDMI in, HDMI out, есть оптический SPDIF, есть у нас выход на коаксиал плюс на RCA звук. И есть у нас две прикручиваемые антенны. А вот здесь у нас есть отсек для HDD формата 3.5. Давайте сразу его вставим. Он на салазках, легко достается, легко вставляется. Все, мы его замонтировали. Я считаю, что это одно из лучших решений в таком плане, знаете, для так себе бомжа нас, плюс с качанием торрентов. Здесь очень много всего интересного. Давайте с вами еще антенки ему прикрутим, ведь нам нужно протестировать. Кстати, у нас есть что с вами в комплекте? Есть вот такой вот блок питания, есть HDMI кабель длинный и есть пульт. Пульт произведения искусства, сейчас мы его разберем. Есть у нас SATA кабель. Кстати, они, видите, они и для наружного подключения положили SATA. И есть две антенки. Уберем, пока это все мешает.
Прикручиваем антенки, слушайте, они крутячие. А что может данная приставка? Данная приставка может практически все, но не может, например, автофреймрейт в YouTube. Да, это факт, да, такова жизнь. Но зато здесь фирменный нативный плеер, который может переключать автофреймрейт, вернее, он умеет автофреймрейт, и плюс переключать не только частоту экрана, а еще и разрешение экрана. А это значит, что вы будете всегда смотреть фильм правильно, в правильном разрешении, с правильной частотой. Так, мы закончили монтировать наши антенки. Выглядит это все в сборе. Антенки, кстати, поворачиваются. Выглядит это все в сборе вот таким вот образом. Так, вот, красивенько. То, что здесь какой-то крутой звук, это я уже говорил. Вот то, что здесь Dolby Vision, это интересное заявление. Дело в том, что Dolby Vision поддерживается только из формата МКВ, то есть из матрешки, как так называемой в народе. И как бы вот вам, пожалуйста, картинка, все тесты профилей, которые проигрываются в каком формате. И мы видим с вами, что Zido пока что больше всего продвинулась в этом плане. Почему? Потому что когда начнут делать МКВ торренты с Dolby Vision, то Zido будет единственным, кто с торрентов проигрывает именно правильно DV. Хотя насчет правильности этого самого Dolby Vision на Smart TV боксах до сих пор идут дебаты. Но это не столь суть важно. Все-таки торренты в HDR10+, с Dolby Atmos вы проиграть спокойно можете. Плюс он поддерживает True HD Dolby, плюс поддерживает DTS HD Master и DTS HD High-Res. Здесь тоже все абсолютно это работает. А еще он умеет YouTube HDR. И почему я считаю, что Z10 Pro лучше, чем Z9X? Давайте я сейчас вам это все дело покажу. Наглядно, скажем так. Вот моя Zido Z9X. Во-первых, в Zido Z9X нет охлаждения. Здесь, конечно же, охлаждение впилили из-за жесткого диска. Это все всем прекрасно понятно. Но что у нас нет в Z9X? У нас нет коаксиала. Давайте посмотрим. У нас нет коаксиала, нет выхода RCA и плюс вот этот вот момент с одним SATA, который второй у нас, как в Z9S, убрали, позволяет нам замонтировать здесь жесткий диск только вот таким вот путем, то есть только наружным подключением, что меня не совсем устраивает. То есть я, получив жесткий диск, грубо говоря, не подключив жесткий диск, вынужден его куда-то складывать, вот, например, там, таким вот образом, там как-то мастырить, либо сзади его располагать. Это неудобно. Это неудобно, поэтому Z10 Pro для меня это вот приставка выбора. То есть я попользовался Z9X, он мне, конечно же, нравится, хорошо для SSD, но для HDD реально Z10 Pro лучше. Плюс именно больше выходов через коаксиал можно подключить дополнительный внешний звук, и это все заработает. Что по поводу пульта? Пульты идентичны, что в Z9X, что в старых моделях Z9S, что в Z10, Z10 Pro. И это действительно, знаете, пульты произведения искусства, как я называю, с мультимедийными кнопками, с кнопками, программируемыми для телевизора. При этом в ней работает ЦИК на включение-выключение, отлично вместе с телевизором включается. И тут у меня вообще замечаний не возникло. Слушайте, очень много о ней рассказываю. Давайте мы, наверное, уже будем подключать. Ссылка на проверенного продавца лежит в описании под видео. Именно там мы покупали эту Zido Z10 Pro. Ну а также подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые интересные, честные и правдивые обзоры. Ну и, конечно же, сейчас я говорю вам хавабанга, ребята. Это же Бубльгум. Поехали подключать Z10 Pro, тестировать и рассматривать, что же это такое. Поехали. Мы включили нашу Zido Z10 Pro. Интерфейс ничем не отличается от всех остальных Zido, кроме того, что это Android 9. Если мы пойдем в обустройстве, мы сразу увидим, что это Z10 Pro, его IP-адрес, OZU 2, памяти 32, версия PO 6035G, это значит, что здесь изначально установлены Google Play сервисы, и версия Android 9. Сам по себе интерфейс лаконичен и удобен. Если мы нажмем на какой-нибудь плитке субменю, то мы можем с вами сюда настроить любое приложение, оно будет здесь отображаться. Очень круто выглядит погода. Я уже это на Zido Z9X показывал. Слушайте, ну действительно очень классно. Мне нравится, как это отображается. Поэтому мы вот насчет погоды, насчет интерфейса, мне действительно хорошо это все заходит. YouTube есть у нас и Netflix. Netflix у нас, сразу говорю, 4К с HDR. Ну, в принципе, мы можем его запустить. У него есть лицензия, мы спокойненько его выбираем. Вот, пожалуйста, видим Ultra HD 4К. Смотрите, вот
Ultra HD 4K. Ultra HD 4K. Короче, здесь полная лицензия Netflix. Мы это можем с вами посмотреть, перейдя в раздел Get Help и опуститься на девайс, увидеть, что это у нас конкретная лицензия под ZIDU Z10 Pro. ESN прописан, поэтому здесь полная ZIDU поддержка. Еще и в следующих прошивках обещают 5.1 звук в самом Netflix. По настройкам здесь одни из самых интересных настроек — это плеер, где мы можем с вами включить автофреймрейт. Вот, пожалуйста, фреймрейт and resolution. Это значит, что он будет переключать и частоту, и разрешение. Самый правильный автофреймрейт. Можно задать паузу автофреймрейта для того, чтобы при перемотке не было скачков экрана. Есть у нас bookmarks. Это закладки, которые позволяют именно запоминать момент просмотра. Можно выставить базовый язык, переключение 3D в 2D, приставочка поддерживает 3D функции. Клавиш Play Mode, это значит, что у нас с повторами, либо проигрывать рандомно. Форсированные субтитры, можно выбирать регион Blu-ray, ведь здесь поддерживается Blu-ray диск меню. Есть Audio Offset, это значит, что можно выставить задержку либо опережение звука, если у вас есть какой-то рассинхрон. И есть загрузка кастомных субтитров, это очень все удобно, вообще отлично. Разрешение. Ну, сейчас у меня подключен рекордер 1080p, вообще поддерживает от 480p до полных 4К, 2К SMPTE. Color Settings. Он позволяет для каждого из разрешений и частот выставить свои профили. 4.2.0, например, 8 бит для 50-60 Гц. И здесь вот 4.2.2, но у меня 4.4.4, сейчас нечего подключать. У меня, как бы видите, урезано. Все преимущественно 8 бит. Но для каждого из разрешений можно выставить свои профили цветности. В том числе вот есть у нас RGB 4.4.4. Также у нас есть управление диапазоном HDMI. Есть урезанный либо полный, либо автоматический. Есть у нас режим совместимости глубокого цвета. Это значит, что если Edit не выдает вашего телевизора нормально данные про те цветовые профили, которые поддерживает телевизор, и какие-то возникают у вас артефакты, либо черный экран, то включается эта опция и включается режим совместимости. Само собой, здесь есть масштаб экрана, есть настройка изображения, которая позволяет регулировать полностью ваше изображение. Есть HDR to SDR настройка изображения. Есть варианты выбора гаммы, и все те же самые параметры для HDR вы можете выставить. И плюс есть у нас вот такая вот штука. Я вам уже показывал вот такую вот интересную табличку, где показаны все варианты работы с Dolby Vision, что и как проигрывает. То есть у нас Dolby Vision Engine есть, то есть в автоматическом режиме, я имею в виду, это когда у вас не Dolby Vision постоянно, включается Dolby Vision в зависимости от проигрываемого контента. Также у нас есть Dolby Vision VS10 Engine, которая позволяет проигрывать правильно HDR и Dolby Vision на не HDR дисплеях. То есть вот эта вот VS10, Dolby Vision VS10 технология позволяет правильно конвертировать цвета. То же самое, если вы подключены к Dolby Vision телевизору, он включит правильно Dolby Vision и будет конвертировать SDR to Dolby Vision. Это улучшит немного ваше изображение, но в целом я вот этим не пользуюсь. То есть для не HDR телевизоров это хорошая опция. Для HDR и Dolby Vision телеков я вот советую это отключать. Вообще я держу на авто. Есть опции управления Max CLL и Max Fall, и есть HDCP 2.2. Да, приставка поддерживает HDCP 2.2. Именно это позволяет работать с 4К контентом в Netflix, плюс позволяет работать HDCP 2.2 в таких сервисах потоковых, как Ivi, как Migogo, и давать максимальную поддержку, вернее, максимальную совместимость для того, чтобы они поддерживались. Screensaver и Wallpaper, то есть Screensaver и обои здесь тоже можно выбирать. Удобненько. По настройкам звука у нас есть HDMI выход. Сразу говорю, смотрите, RAW это значит, что он будет пробрасывать на наш ресивер не декодированный звук в режиме pass-through. И наш ресивер будет их декодировать. Либо LPCM он будет декодировать, допустим, тот же DTS или Dolby, если у вас нет ресивера, и выдавать его в два канала. Либо автоматически. То же самое и под SPDIF сделано. Аудиомикширование позволяет нам принудительно микшировать True HD звук в Dolby Digital Plus. И
True HD и Dolby Digital плюс Dolby Digital 5.1. Плюс есть Sample Rate Control. Это позволяет выводить нативный звук 192 кГц, 24 бита. И есть вариант реализации через USB аудио. Это очень тоже неплохая настроечка. По сети приставочка поддерживает MuMimo Wi-Fi, как его называют, UTTR 5 ГГц и 2,4 ГГц. Есть Ethernet на 1000 мегабит. Bluetooth у нас есть рабочий абсолютно. Давайте сюда подключим геймпад. Геймпад мы сюда подключим, потому что я вам потом покажу, что я с этим буду делать. Здесь все-таки 32 гига хранилища, активное охлаждение и плюс достаточно производительный Mali G51. Попробуем на нем что-нибудь запилить, поиграть. GameSir наш определился, мы его подключаем. Есть, он сопрягся, есть у нас поддержка DLNA DMR и Samba сервер. Вот, например, Samba сервер, если мы сейчас включим, вот мы его включили. И, допустим, на другом устройстве я каком-то иду. Давайте с вами добавить сервер, нажмем поиск и посмотрим, что он у нас найдет в сети. Найдет ли он Sambu сервер под адресом 31147, и он его нашел. И, пожалуйста, у нас здесь есть наши жесткие диски. Вот он, жесткий диск с торрентами, с фильмами, с различными картинками моими, которые я тут храню на этом жестком диске. Samba сервер здесь работает, удобно. В принципе, такая же реализация, как и в Zidu Z9X. Поехали дальше. В другие настройки у нас есть управление HDMI цик, который корректно работает на включение и выключение вместе с телевизором. Есть Power Mode, который позволяет у нас включить режим при включении стендбай. То есть это если у вас выключилось электричество и включится резко, то можно включить режим того, что он не будет включаться. HDD Sleep, это значит, что жесткий диск будет засыпать после определенного времени. Управление вентилятором у меня стоит на авто, но вы можете выставить мануально, например, High Speed. И вот его начинает чуть-чуть слышно. Вообще очень тихая система охлаждения. Есть Medium Speed, есть Low Speed, я ставлю на авто. И есть у нас варианты управления яркости LED, апгрейда и различные мелочи, которые уже нам, честно говоря, не интересно. Вот интересно нам GSF ID, это значит, что здесь можно завести Google Play сервисы на вашу приставку без каких-либо проблем. В дополнительных настройках у нас будет управление чистым Android. Единственное, в этих управлениях есть дополнительные настройки Realtek Developer Options, где вы можете включить, например, форсированно какие-то выводы звука, HDMI версию, игнорировать HDMI Edit, плюс у нас есть Performance мод для вашего процессора, который вот в Performance моде будет работать. В принципе, на этом все, вот именно настройки. В AIDA 64 у нас тоже все в принципе понятно. В самой системе мы видим Zidu Z10 Pro, платформа Tor 2 на 32 у нас, 2 гигабайта оперативной памяти, 32 хранилища. Центральный процессор это Realtek 1619, Cortex A55 до 1,3 ГГц. Ну, в принципе, сейчас в Max Performance они постоянно 1,3. Это 6-ядерный процессор. За отображение отвечает Mali G51. Доступа к температурным датчикам нет. Это вот, кстати, ответ на вопрос. То есть у нас работает вентилятор, у него там сама внутри система решает, когда его включать-выключать на автоматическом режиме. Поэтому тротлинг-тест нам проводить незачем. С активным охлаждением здесь само собой ничего не тротлит, но мы с вами его хотя бы стартуем и посмотрим перформанс. Ну, можем даже температуру включить, если вы не верите, что здесь нет термальных датчиков. Видите, они по нолям. Мы можем с вами включить температуру, посмотрите, но мы включим. Вот мы стартанули, пускай оно вверху поработает немножечко, буквально для того, чтобы определить максимальную производительность. Но я вам скажу сразу, что приставка не будет тротлить, особенно с активным охлаждением, то здесь вообще не о чем. 6-ядерный Cortex A55 процессор, ну, по производительности в вангую будет около 48 джипс, и это будет, допустим, выше, чем S905X3. При том, что здесь правильно, нормально не вычисляются все потенциальные возможности этого процессора. Ну вот мы можем, в принципе, тормознуть сейчас и посмотреть. Это будет, ну вот даже 52-115 джипс в максимуме. Это отличный показатель. То есть мы на этом спокойненько можем поиграть. Тротлинга здесь нет. Тротлинг-тест проводить нет смысла, температурных датчиков нет. Вернее, они есть, но доступа нет. В тесте производительности игровой он у нас набирает 6451 в Wildstorm Extreme. Это очень хорошие показатели. И 10651 в Wildstorm Unlimited. Давайте с вами протестируем сетевые возможности данного бокса. Стартуем 5 ГГц.
254 мегабита на загрузочку и больше 200 на выгрузку. Это очень хорошие показатели. То есть у нас как бы вопросов к 5 ГГц нет. Стартуем 2,4 ГГц и давайте, не разочаруйте нас. Это будет 40, 50, 57. Это неплохо. Это неплохо, это намного выше среднего. Средний это 30-25 мегабит для Smart TV боксов. То, в принципе, такой медиаплеер, он не предназначен для 2.4. Здесь надо либо 5 ГГц хороший, либо LAN RJ45 на 1000 мегабит для того, чтобы смотреть правильно торренты. Ну, 57,8 на 30 с мелочью. Подключаем кабель. Стартуем LAN RJ45. И, как всегда, тут никаких у нас сюрпризов нет и быть не может. Больше 700 мегабит на загрузку. Тут даже точные цифры говорить незачем. 730 и больше 800 на выгрузку. Это очень хорошо. Это значит, что здесь вы спокойненько можете качать с торрент-качалки отлично фильмы. Слушайте, ну из системщины нам осталось с вами провести еще один тест, CBTT-тест, для того, чтобы понять скорость копирования памяти, скорость доступа к SATA 3, вот вернее к SATA интерфейсу и к диску, который туда подключен. Давайте стартуем на жесткий диск и смотрим. Итак, по сути у нас с вами есть скорость копирования, вернее скорость чтения 137 мегабайт в секунду последовательно, то есть вы фильм можете смотреть здесь абсолютно любой, это чуть более даже 1000 Mbps. И скорость копирования памяти у нас 1,11 гигабайт в секунду. Не самый плохой показатель, самые плохие у нас было полгига в секунду. Это средний показатель, поэтому этот результат нас удовлетворил. Все нормально. Переходим к тестированию мультимедийных возможностей. О чем пойдет речь на текущий момент? Во-первых, здесь есть постер Wall, и мы это рассматривали в ZIDU Z9X. Идем смотрим, если вам интересно. Нас интересуют именно варианты воспроизведения, как это все работает. Первое, что нас интересует, Blu-ray диск меню. И у нас есть Blu-ray диск, записанный на наш жесткий диск. Стартуем его. Видим, что у нас вываливается Play with Blu-ray диск меню. Давайте стартанем его. У нас что-то стартануло. Ждем. Во-первых, у нас это мы видим, что проигрывается сейчас в Dolby True HD. Это уже хорошо, то есть мы с вами смотрим Blu-ray диск с оригинальными дорогами, и вот в этом огромное преимущество этого самого ZIDU Z10 Pro, да и вообще всех ZIDU на базе Realtek. Выбираем наш язык, это тоже преимущество Blu-ray диск меню. Тут, конечно же, нас предупреждают, что нельзя там из этого видеоносителя ничего показывать, но мы покажем только лишь наличие самого меню, возможно даже проигрывание Blu-ray диска. Конечно же, это все воспроизводится с автофреймрейтом. Вы можете смотреть это все без ограничения. Вот, кстати, у нас появилось само меню. Мы здесь можем перейти в настройки, есть эпизоды и есть сам просмотр фильма. Вот так вот и работает Blu-ray диск меню. Вот давайте в эпизоды войдем. И здесь какие-то там интервью, эпизоды, дополнительный контент предусмотренный именно для Blu-ray диск меню. Хорошо, именно для Blu-ray диска. При этом при проигрывании Blu-ray диска у нас есть вот поп-ап меню. То есть у нас есть топ-меню, поп-ап меню мы можем выбрать, next chapter, предыдущий chapter, субтитры и аудиодороги. Тут у нас, видите, аудиодороги расписаны, правда он не подхватывает, допустим, дороги кастомные прописаны, но мы здесь можем выбрать те дороги, которые есть на Blu-ray диске. И смотреть в оригинале. Вот это вот главная отличительная черта. Все, выходим. Blu-ray диск проигрывает. Хорошо. С этим приставка справляется на ура. Как в принципе и с тяжелыми фильмами, например, на 68 гигов, я думаю, что здесь вопросов никаких не будет. Да, 68 гигов Gemini, 60 FPS, 4К с HDR. Давайте перемотаем чуть-чуть дальше. И опять же, в оригинальном качестве звука, который у нас здесь предусмотрен с Dolby Digital, мы смотрим отлично этот фильм. Все, суперово. Выходим. 4К 60 FPS проигрывает. Тестовые ролики нет смысла проигрывать. Мы уже поняли, что он проигрывает самые тяжелые фильмы. Нам необходимо протестировать еще с вами звук. Вот вы сейчас видите, как работает у нас Dolby Atmos. Dolby Atmos здесь поддерживается. Все супер. Давайте еще проверим DTS Lossless, SFX Lossless файлик. И DTS HD Master в том числе тоже поддерживается, как и DTS X. Поэтому ни с Dolby Digital, ни с DTS здесь проблем нет. Хорошо, зачет.
Для того, чтобы проигрывать правильно IPTV в данном Smart TV боксе, ставится разрешение изначальное 1080p 50 Гц и смотрится либо, допустим, 4К 50 Гц и смотрится IPTV тоже без ограничений. Вот, пожалуйста, 4К Ultra Cinema есть, идет через, кстати, мы поставили в настройках нативный плеер, и нативный плеер у нас декодирует этот самый IPTV поток, и плюс у нас еще это все дело с автофреймрейтом сработало. 4К 50 Гц ставим только для тех плееров IPTV, которые не поддерживают автофреймрейт или подключение внешнего плеера ZID, имеется в виду не так, не то, что не поддерживают автофреймрейт, а те, которые не работают с зидовским плеером, и так как у ZID больше на других плеерах никакого автофреймрейта нет, то вот для тех случаев ставим 4К 50 Гц, ну, короче, как-то так. Но IPTV работает, как в принципе и YouTube. У меня есть два варианта YouTube, есть один простой, есть YouTube с HDR. Кстати, все эти моменты, которые вы можете скачать, новые прошивки, какие-то файлики, разъяснения, можно получить в чате. В чате Ваевой, в Telegram, который посвящен ZID, шикарный чат, поэтому ссылочка тоже лежит в описании под видео. Вот у нас пошло 4К видео. Слушайте, качество вообще шикарное. Есть какие-то стартовые дропы, но 4К 60 FPS работает. Теперь нам остается еще с вами проверить, как проигрываются торренты. Я, кстати, здесь использую T-Torrent для закачки. Я уже показывал, опять же, тоже в ZID Z9X, как я это реализовал. Можете тоже пойти посмотреть. То есть я выбираю это как в старых ZID с Transmission. Здесь у меня через Transdroid на смартфоне. Я выбираю, допустим, файлы, которые закачать, и T-Torrent у меня это все дело закачивает. Но меня интересует больше торренты онлайн. И вот в частности чужие 94 гигабайт. Я буквально неделю назад смотрел его, запустил, смотрим на набор пиров, смотрим на набор буфера. Конечно же, использую стоковый видеопроигрыватель, потому что на нем есть нативный автофреймрейт, и смотрим, как это дело проигрывается. Пошло воспроизведение. Ребят, у меня как бы претензий к данной приставке нет, она воспроизводит все что угодно. Торренты онлайн при наличии хорошего интернета, она воспроизводит Blu-ray диски. Здесь можно сделать себе такое файловое хранилище, Samba сервер есть, мне очень нравится. Так, давайте чуть перемотаем дальше. Да, перемотаем 94 гиговый торрент, пока здесь титры, я не очень люблю ждать титры. Давайте включаем там на 59-ю минуту. Вот у нас сразу переключилось, сейчас немножечко пробуферит, хотя продолжает воспроизводить нормально. То есть 94 гига торрент чужие, попробуйте проиграть на своем ТВ-боксе, вы будете очень сильно удивлены. То есть работает, реально работает. Не тротлит, не греется, потому что активное охлаждение. Это не жесткого диска, это все воспроизводится онлайн. Мы можем так сидеть и смотреть очень долго. Здесь с этим проблем нет. Выходим. Так, с этим торрентом все понятно, с торрентами. Но что у нас есть еще из какой-то мультимедички? У нас есть с вами менеджер очистки, это все мы уже рассматривали. Но вот хочется затронуть HDMI вход. У нас есть еще, кстати, забыл про него рассказать. Ну, я постоянно в каждом своем обзоре показываю на ZID, показываю, как это работает. Сюда просто-напросто подключается через HDMI какое-нибудь устройство и можно записывать. Записывать, либо транслировать через Unicast или Miracast. Это тоже уже никому не интересно, уже 100 раз проходили. Но вот на этой ZID с 32 гигабайтами хранилища, я думаю, можно еще попробовать во что-то пошпилить. Вот, кстати, процессор-то позволяет, и активное охлаждение в том числе. Слушайте, ну, будет кощунством, конечно, играть на такой приставке, но вот мне не простят мои подписчики, если этого не сделаю. Мы просто с вами сейчас кое-что запустим, посмотрим, как это работает, и все. И можно уже выходить резюмировать. Очень много обзоров про ZID у меня было. Я думаю, что если посмотреть... Вы знаете, что такое обзор на ZID Z10 Pro? Это, по сути, апгрейд ZID Z9X. И особой разницы между ними, кроме компоновки, наличия выходов на SAP, наличия ЦАП выхода вот этого на колонки, наличие, допустим, док-станции на диск 3.5, ну нет, вот просто нет.
Асфальт 8, вот Асфальт 8 идет спокойненько, без лагов, без тормозов. Я не скажу, что здесь стоит играть часами в PUBG Mobile. Чисто так, знаете, в какую-то казуалку, какие-то гоночки погонять и убить время, да, можно. Относиться серьезно, допустим, к игровым возможностям здесь вообще не стоит. Этот Smart TV Box или Media Player совсем для других целей. Но то, что здесь игровые возможности есть какие-никакие, это факт. И тесты это упорно показывают. Интересно, как качалки торрент работают. Идем мы обзор Z9X и смотрим, как же это я там показывал. Все это там действительно работает, как и постер Wall и все остальное. Все, ребят, готов выходить резюмировать. Достаточно интересный медиаплеер, и больше мне здесь показывать вам нечего, потому что все остальное можете увидеть в оригинальном обзоре Zidu Z9X. Переходим. Выводы. Мы, конечно же, рекомендуем Z10 Pro. Это шикарнейший медиаплеер, Smart TV Box, называйте его по-разному, но он имеет отличную картинку. Как вы видели, он проигрывает любые торренты онлайн без каких-либо ограничений. Тут у нас с ним вопросов не возникло. Если хотите брать, конечно, подешевле вариант, то Z9X это приставка выбора. Если хотите брать что-то с, допустим, с отсеком активным охлаждением, то Z10 Pro здесь, конечно, вне конкуренции. К тому же железо у них примерно одинаковое. А главное, если вам нравится то, что мы делаем, то ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble и Zidu Z10 Pro, но также Zidu Z9X попала тоже в обзор на канале Технозон. Пока, ребята.